Пару дней назад я официально стала сертифицированным специалистом, консультантом по квантовым технологиям. Поэтому я работаю официанткой, конечно же. И сегодня будем душнить про квантовые технологии. Что это такое? Нахрена оно нужно? Как это все работает? Работает оно вообще или нет? Расскажу, как за 1 минуту вы сможете вычислить, разбирается ли человек действительно в квантовых технологиях, либо он просто начитался заголовков статей в интернете и теперь ходит, выебывается. А потом будем с вами вместе искать гениальнейшего человека, которого зовут Сергей Доронин. Он написал книжку «Квантовая магия». Это гениальнейшая книжка. Я всю зиму ее читала, раз 200, наверное. Последние, полгода я читала только эту одну книжку. Много-много-много раз. Гениальнейший, великолепнейший человек, который не имеет никаких социальных сетей. Поэтому при всем уважении к его научному гению предлагаю перестать уважать его приватность и найти его, поцеловать его в глаз и дать ему денег. А пока мы его не найдем, давайте дадим мне денег. Мне тут, сертификат стоил штуку 700. Нахрена я это делала? Короче, начнем с того, нахрена вообще все это нужно? Что у нас? Технологий мало. У вас что-то нету. Телефоны есть, интернет есть электричество, горячая вода. Что, летать можно, по поездам ходят. Все нормально. Вроде как. Вон недавно там же хотели какие-то предлагать самолет, который будет лететь из Нью-Йорка в Лондон. Там типа не 7 часов, а 3 часа. Все такие, блядь. Да идите нахуй. Это будет дорого, это слишком, это что сложно, страшно. Мы вообще не доверяем вам больше, как вы строите свои самолеты. Нам и так нормально. Типа, что у нас? И так нету проблемы, уже все проблемы в мире решили, что нужно вбухивать такие огромные бабки и силы, и время самых умных людей в мире. Потому что квантовые технологии — это шутка, там, нужно знать тупо все. А для того, чтобы изобретать что-то совершенно новое, такое, что мы еще сами даже не знаем зачем. Неужели это время и человека-часы нельзя потратить в какое-то более нужное направление, которое нужно сегодня, а невозможно понадобится через 100 лет? Но оказалось, что последние лет, наверное, 50-60 очень многим людям просто тупо не имется. Ученым, айтишникам, всяким разным специалистам, что как-то чаще и чаще люди начинают сталкиваться с тем, что помимо нашей обычной с вами физики, там что-то еще есть какое-то такое непонятное. И оно вроде как и непонятное, вроде как и очевидное. И там столько теорий было написано, всех учебников и самой теории квантовой, физики, механики, просто квантовой теории. Ее дохуя и больше. Потому что на самом деле тебе не особенно нужно иметь какие-то квалификации, чтобы размышлять о квантовых технологиях. Квантовые, сложное, дурацкое немножко название, науки о невидимом человеческому глазу. Это буквально философско-эзотерическое направление, которое Сергей Доронин так красиво, гениальнейшими словами связывает с самой настоящей физикой и математикой. Но самое главное, чего всем не имется, это потому что все начинания сегодняшние наши в квантовом, они очень сильно, здорово, потенциально напоминают эти затерянные технологии предыдущих цивилизаций. То есть, условно, те же пирамиды можно было бы построить, если в них пульнуть каким-то куском энергии из какой-то супер-мега лазерной указки. Поэтому вроде как, с одной стороны, все-таки, у нас и так уже, все есть, зачем нам что-то еще нужно, а с другой стороны, такие, а тут в природе, оказывается, возможно, скорее всего, вроде как, очевидно, есть еще какие-то супер-мега-силы, которыми можно управлять, о чем мы сидим. И, все сидели, думали, реально последние лет 50-60, а как его делать, а что там делать, а нахрена его делать? Книжки все написали, теорию всю написали, уже все обдумали все, поссорились все еще лет 30 назад, уже все давным-давно помирились и такие, ладно, давайте садиться, давайте хоть что-то начинать делать. И начали строить, собственно, квантовые компьютеры. Самые настоящие железяки, которые сейчас есть в мире компании 1012, которые строят железяки.
Там уже и акции можно на сток-маркете покупать, там уже и какие-то сделки заключают, и людей нанимают на работу. Индустрия именно в бизнесе активно развивается. Абсолютно все, кто сейчас делают какие-то железяки, делают их по тем планам, которые придумали 30, 40, 50 лет назад. И очень сильно, конечно, воюют все уже за патенты, что это там не кто-то придумал 40 лет назад, это мы придумали, это вот Google, это значит наше. Я работала в одной японской компании, которая последние лет 20, они занимались тоже исследованиями. У них было до хера бабла, и они 5 миллиардов в год тратили просто на research and development, просто на всякие исследования. Нанимали по всему миру самых умных людей и такие, а чем хотите, а тем и занимайтесь. И у них была лаборатория по квантовым исследованиям, и у них дохерища денег, дохерища людей, и они сидели, и такие, ничего не будем сейчас делать. Вот будем здесь смотреть, когда придет время, вот тогда и начнем делать. Вот. Они решили не делать. А IBM, например, решили делать. У них тоже последние 20 лет была лаборатория. Я не знаю, сколько они денег тратят на R&D, Research and Development, но у них 20 лет была официально квантовая лаборатория, которую они до пандемии решили закрыть. А я об этом знаю, потому что я случайно познакомилась с чуваком на конференции, который был во главе именно квантового департамента в IBM Research. Они решили это дело прикрыть. Он остался без работы, то есть 20 лет там чувак работал. Он начал там, с какого-то низа, как снизу. Он получил докторскую диссертацию, а потом пошел работать в IBM. 20 лет там пробыл. Лаборатория закрывается, он теряет работу. Нету другой второй позиции в IBM, где ты еще можешь делать квантовые исследования. Он посидел такой, и нашел 2 чуваков, им за 60. Этому чуваку было 50 с чем-то. Нашел 2 чуваков, им за 50. Они, ex-CIA, ЦРУ, Counterintelligence Agents. Counterintelligence — это как контринтеллигенция, контратаки, как отражать атаки и предотвращать атаки в IT. Вот 2 этих чувака, ex-CIA, и этот чувак, который 20 лет работал в IBM над квантовыми технологиями, собрались втроем, решили сделать квантовый стартап по квантовой cyber-security. Это вообще отдельная тема, но риски в современной IT-инфраструктуре увеличиваются невероятно с развитием квантовых технологий, потому что вся та информация, которая у нас сейчас с вами летает по проводкам и по воздуху, она кое-как защищена. А вот если начинает работать, хорошо работать, квантовый компьютер, то он это все ломает моментально. И потому что нам с вами пофиг, а большим компаниям, которые перекидывают важную финансовую информацию, легальную информацию, те же военные секреты, то для них это важно. Поэтому такое следующее большое направление в мире IT, в мире cyber security будет квантовая security. Медленно, долго, но она уже есть компании, уже инвестиции получают, уже какие-то продукты делают, там уже работает. На сегодняшний день. Это 2019 год. Вот чувак из IBM с 2 своими агентами CIA сказали, мы делаем квантовый cyber security стартап. Они пернуть не успели, их бабками просто закидали со всех сторон. Пожалуйста, возьмите наши деньги. Они ребята здравомыслящие, им и лет. Они взяли сколько им надо, работали 1,5 года. И, за 1,5 года они, знаете, что сделали? Они сделали технологию, то есть это на основе их последние 20-30 лет опыта, работы, то есть это не с нуля люди начали, да? Вот они за 1,5 года сделали такую штуку, которая позволяет абсолютно безопасно, супер-мега надежно передать информацию, так что ее не просто никто не хакнет, никто даже не будет знать, что она там есть, ни сегодня, ни завтра, ни следующие 100 лет. Там что-то супер-мега что-то. Но только если ты отправляешь эту информацию по проводу длиной не более 14 метров. То есть, если тебе нужно что-то очень безопасно отправить в другой конец своей квартиры, то вот у них для этого есть теперь технология.
Ну и на самом деле все. То есть они это сделали, они доделали, и такие вот на сегодняшние технологии это самое лучшее, что можно сделать. Они сделали, ну и пошли же его продавать, они же не просто так это делали. Им все сказали: как классно, что вы что-то сделали, что нам, возможно, понадобится лет через 30-40. Ну, позвоните нам лет через 30-40, мы у вас, ну, может, его купим, а может, там будут уже решения на рынке и получше. Типа, чего вы к нам сегодня пришли с тем, что нам понадобится через 30 или 40 лет? Даже если бы мы хотели у вас его купить, ну, как организация, да, какая-нибудь большая компания или государство какой-то страны, такие, блядь, если мы у вас купим сегодня, мы за 30-40 лет его просто тупо потеряем. Мы его не найдем потом. Мы будем приезжать, менять какие-то сервера, офисы приезжать. Ну, типа, на чем нам хранить вот это то, что вы придумали? Это что? Это на листике бумаги? Это на дискете? Что нам с ним делать? Поэтому идите. Ну, это знаете, как я вам сейчас сказала? Вот вам бесплатный календарь на 2065 год. Но только очень задорого, потому что он вам в 2065 году точно понадобится. Ну, понадобится же? Да. Купите у меня сегодня его задорого? Ну, скорее всего, нет. Они очень расстроились, и что вы думаете? И пошли, ну, дальше искать работу. Ну, поустраивались, и, конечно, получше взяли на работу, чем меня, но я так себе думаю, что, блядь, ну если у таких людей иногда не получается, ну, то, может, ничего страшного, что я пока что работаю официанткой. И вот на сегодняшний день квантовые технологии, квантовые железяки официально есть у IBM, но они такие решили вернуться в это дело, Dell, Google, Amazon, Microsoft и еще, наверное, 10-15 компаний, которые собрались сами и такие: все, мы просто будем делать сами. Им дали очень легко инвестиции, они хорошо, нормально делают. Там идут огромные уже войны, они все друг дружку покупают, потому что, оказывается, ты квантовый компьютер можешь чуть ли не сам у себя дома построить. Поэтому всех, кто умеет, всех моментально берут на работу сейчас на очень разные зарплаты и воюют за патенты, воюют за то, кто может сделать быстрее. Чтобы понимать настоящую, вот этот истинный такой excitement о квантовых технологиях, нужно не читать книжки по физике, нужно не заниматься математикой, а читать научно-популярную фантастику. Нужно читать Станислава Лема и смотреть «Футураму». «Футурама» — это мультик, который сделал тот же чувак, который сделал «Симпсоны». 25 лет назад, в 1999 году вышла первая серия. Мультик о 3000 году, год 3000. Чувак, из 2000 года случайно падает в машину времени, в лучших традициях Симпсонов, да, и попадает в 3000 год. Там у людей тоже есть работа, там тоже нужно ходить в магазин за продуктами, встречаться, дружить, платить за аренду квартиры, но там летают космические корабли, живут инопланетяне, и это самый умный мультик в мире, потому что Мэтт Грюнинг, чувак, который сделал «Симпсонов», он сам закончил Гарвард, и он сказал: вот я на этот мультик про будущее хочу, я не хочу такую мудотень показывать, которая там, вообще бредовые фантазии. Поэтому из 25 писателей, сценаристов, которые у него там были, 18 из них закончили Гарвард, у 3 PhD, докторская в квантовой физике, у 2 в квантовой механике, у всех остальных masters по математике, по философии, по физике. Он взял просто тупо самых умных людей, которые сели, собрались и написали сценарий к мультику. Мультик смешной, ржачный, иногда действительно бредовый, но он абсолютно полностью напичкан шутками, которых ты только поймешь, если ты хотя бы немножко разбираешься в физике, математике, философии, вот этих вопросах о вечном. Например, у них есть космические главные герои, они работают в компании доставки, но доставляют грузы по разным планетам. И космический корабль, на котором они летают, его двигатель, чувак, который его строил, говорит: я не знаю, как построить, говорит, двигатель, который может, нас с нашими грузами через световые года очень быстро доставлять на другие планеты. Поэтому вместо этого я его построил так, что наш космический корабль, он стоит на одном месте, но он просто передвигает под собой пространство.
И так мы попадаем в нужное нам место. И вот такие вещи упоминаются абсолютно невзначай. Там есть теоремы Тьюринга, там есть смешнючие, такие шутки, которые только наша с вами душа поймет. И, опять же, перекликается с тем, насколько квантовые технологии, они просто имеют потенциал к каким-то невероятным технологиям будущего, телепортации, космический travel, какие-то девайсы, которыми можно там пульнуть вместо микроволновки, у тебя там типа пистолет микроволновки. С самыми настоящими эзотерически экзистенциальными вопросами бытия. Но тут тоже очень важно знать границы, потому что очень легко в этих мыслях перевалиться в мы все энергия и вибрация, что как бы с одной стороны правда, но вот главное искусство квантовой технологии находится действительно на интерсекции того, что все состоит из энергии, у всего есть какое-то поле, у всего есть какое-то намерение и смысл существования абсолютно всего, даже самых маленьких милипиздрюлечек. И вот современные квантовые технологии, те железяки, которые строят, сделаны из милипиздрюлечек. Перейдем к тому, как вы за 1 минуту сумеете вычислить со 100% вероятностью, разбирается ли человек в квантовых компьютерах действительно, либо просто начитался заголовков и теперь хоть выебывается. Проверочная фраза вот какая. Если человек говорит о такой мудотень. Ну вот ты знаешь, как в обычном компьютере там нолики и единички, у тебя может быть либо нолик, либо единичка, или одно, или другое, или да, или нет. А вот в квантовом компьютере это когда у тебя нолик и единичка одновременно, у тебя и то, и другое одновременно, и это суперпозиция. Что у тебя код живой и мертвый одновременно. Вы эту фразу, если слышите, вы тут же разворачиваетесь на 180 градусов и быстро-быстро от этого человека уходите, потому что он только что сделал вас глупее. Таким образом, я вас приглашаю в самый кровожадный конфликт физиков, математиков и просто здравомыслящих людей за последние 50 лет. Конфликт между умными, те, кто мозгами своими думает, и теми, кто там какую-то хуйни где-то начитался, что-то услышал, недослышал, недопонял, прочитал, почитал заголовки. Заголовки это же не новое, не только сегодня вышли, всю жизнь были заголовки и газеты. Короче, вот он начитался и пошел тут хуйню молоть. Потому что, конечно, во-первых, никакой, код не может быть ни одновременно и мертвый, и живой. Он абсолютно очевидно либо одно, либо другое. И раньше люди как ссорились? То есть раньше тоже были газеты. То есть вот этот весь конфликт, он происходил, наверное, там с 50-х по сегодня. И кто-то там где-то что-то ляпнул, написал какую-то хуйню, которая ничего общего с правдой не имеет в газете. Все начинают об этом говорить, а потом другие люди должны выходить в те же газеты, писать статьи и говорить: нет, ребята, стопэ, мы тут делом занимаемся, мы тут умное делаем, я вам сейчас расскажу. Поэтому то, что там какой-то журналист где-то что-то недослышал, это неправду он вам рассказывает. Это такая загадочная, невероятная идея, что-то магическое, да? Это что-то может быть одновременно поле вероятностей. Это значит, что в мире все возможно. Это хуйня, которую нужно было там в 13-14 лет пережить и понять, что типа одно только что-то будет. В какое-то данное время происходит только что-то одно. Что да, быть может, конечно, все. Поэтому с этим котом Шрёдингера, вот когда начали выходить вот эти ублюдские заголовки, что все в мире возможно, потенциал бесконечный, миллиард вселенных, и каждый, раз, когда ты принимаешь решение, то вселенная разбивается теперь на 2 вселенные. Для тебя одного, ты просто главный во вселенной, поэтому ты решил ехать не на трамвае, а на метро. Все, вселенная моментально такая: Володька, держитесь все, там Володька решение принял. Вселенная разбивается на 2 параллельных, и в одной ты едешь на метро, в другом, на трамвае. А мы все вроде как такие запасные герои в твоей истории. Поэтому слишком много начали бредить, когда в медиа о том, что все происходит одновременно, и ты как observer, как обозреватель, что ты только наблюдениями своими влияешь на реальность.
Ну, то, во-первых, все начали задавать этот вопрос, на который, опять же, нужно было ответить себе, ну, вот это лет 8, в 11 максимум. Про этот паровоз, если ты едешь на паровозе, а у тебя на рельсах там один чувак привязан, а там много людей, кого ты из них убьешь. Это не риторический вопрос. Тебе нужно принять решение и жить по этому принципу. Если дерево падает, но этого никто не видит, оно издает звук или нет, ты обязан прийти к ответу на этот вопрос и двигаться дальше. Это не риторический вопрос, это вопрос с ответом. Поэтому Шрёдингер вышел и начал говорить: так, ребята, ну стопэ. Это что-то вы очень сложными словами, очень мистическими, мифическими рассуждениями обсуждаете. Давайте вот реально. Если я беру, сука, кота, а он при этом смешно написал, но он написал слишком вежливо, он был слишком умный, никто, блядь, не понял его юмора, никакой его сатиры, никакой его иронии. А он пишет: если я сейчас возьму, блядь, сука, кота, посажу его, сука, в коробку, и там поставлю ему там хуйню какую-то, которая там или убьет его, или не убьет. Ну, там какой-то слишком умный пример привел. Нужно было сказать: яд поставлю рядом с молоком, смешаю. Он его съест или не съест? Ты же не знаешь, пока он в коробке сидит. Это что, блядь, значит, что у меня сидит в коробке кот, который живой и мертвый одновременно? Конечно же, блядь, нет. Ну, конечно же, блядь, нет. Я просто не знаю, он помер или нет, поэтому я когда посмотрю и узнаю. Тем, что я не посмотрю, я никак не влияю на развитие этих событий. Он уже либо сдох, либо еще нет. Конечно же, читать это никто не стал. И все такие: кот живой и мертвый одновременно. Вот, самое лучшее объяснение. Поэтому, сука, бедный Шрёдингер. Бедный Шрёдингер. Сколько лет прошло, что по сей день его не просто недопоняли, а он пытался доказать одно, а схватились абсолютно за другое, и он стал просто мемом, самым известным на весь мир, обратного к тому смыслу, который он на самом деле имел. Потому что, конечно же, никакой суперпозиции в этом, блядь, нету. Если ты подходишь к холодильнику и думаешь: у меня есть яйца еще или нету? А ты еще не знаешь, еще не открыл дверцу. Что у тебя, блядь, яйца в суперпозиции находятся? Ты бежишь на остановку, автобус, не знаешь, уже ушел или еще не пришел. Автобус, блядь, в суперпозиции. И вселенная потом еще надвое разделилась. Поэтому никакого, что это и единичка, и нолик одновременно в квантовом компьютере, конечно же, такой хуйни нету. Это нет. это сразу нет. Вот как это работает на самом деле. Да, конечно же, у объекта могут быть разные характеристики. Яблоко может быть сладким, зеленым, тяжелым и с червяком. Но оно не может быть одновременно спелым и неспелым. Оно, скорее всего, будет где-то посерединке. Нету таких объектов у нас в природе, пока что, которые и одновременно и да, и нет. Даже и не янь. Он у тебя не черный и белый. Он кусочек у него там беленький есть, а там черненький, а там вот это, а там вот это. Поэтому, да, биты в обычном компьютере он либо нолик, либо единичка. А квантовые биты называются кубиты. И у них намного больше значений, чем просто нолик и единичка. Чтобы объяснить наглядно. Квантовый бит, кубит. Что это такое? Это физически миллипиздрюлечка металла. Берут разные металлы, в основном берут алюминий. Малюсенькая миллипиздрюлечка. Можно брать свет, можно брать, честно, фактически все, что угодно. Вот самая там какая маленькая есть. Хочешь ион возьми, хочешь атом возьми. То есть там не нужна прям самая-самая мелкая неделимая частица, при том, что они там недавно залезли в самую мелкую неделимую частицу и такие: блядь, там ничего нет, там просто какая-то волоски энергии, ну его нахер. Вот. Но это как бы не должна быть и там молекула. То есть что-то такое, что примерно держится одним кусочком, как там кусок хлебушка. Или яблочко. Да, кусок хлебушка, он там тоже из чего-то состоит. И яблочко из чего-то состоит. Но это вот одно. У тебя одно яблочко и один кусочек хлебушка. И у тебя один кусочек алюминия или один кусочек света. Такая одна пиндюринка, с которой ничего сильно не происходит. Но если ты прям вообще сильно там над ней издеваться не будешь, вот она себе сидит спокойно. Вот ты берешь теперь эту пиздрюлечку, маленькую-маленькую, и ловишь ее. Теперь, нужно, чтобы она там сидела где-то, стояла на чем-то. Все, это физическая маленькая пиздрюлечка. И ты ее можешь либо заморозить, либо посадить в вакуум. Вот вы видели эти фотографии квантовых компьютеров, которые выглядят как огромная-огромная люстра? Вот 99% этой всей хуеты – это морозильные проводочки.
А сам квантовый чип, он такой, ну, там, на ладошку может помещаться. Уже делают такой, который там на пальчик помещается. И тебе, чтобы эту пиздрулечку, чтобы она не двигалась, чтобы ты с ней что-то мог делать. Потому что теперь тебе нужно с ней что-то делать. Чтобы производить квантовые вычисления, тебе нужно эту пиздрулечку теребонечкать. Вот ты ее либо замораживаешь на такой-то относительный ноль, чтобы там вокруг ничего на нее не влияло, там все, блядь, маленькое, там действительно и тепло, и звук, и кто-то пернул, и у тебя весь компьютер поломается. Либо сажаешь ее в вакуум. Вот эти люстры – это морозилка, а есть вакуумные камеры, многие компании делают, они выглядят как шина для машины. Типа вокруг там что-то защищается, внутри вакуум, коробка, газ, пар, красота, а внутри такая пиздрюлька. Вот ты поймал свою пиздрюльку и придумал, как сделать так, чтобы она не двигалась. Теперь в этом состоянии ты начинаешь ее теребонькать, чтобы она начала двигаться. И вот появляются наконец-то твой нолик и твоя, блядь, единичка. Нолик – это значение, когда твоя пиздрюлька не двигается, ничего не делает. Ну, там, на самый минимум, который она может не делать. Ей не нужно там быть в идеальном вообще супер умерла. Не, просто вот это ее там самый низший порог того, как она теребонькается. Ты его измеряешь, а потом начинаешь в нее пулять звуком, энергией, теплом, электромагнитными волнами. Вот сейчас все эксперименты, которые проходят, это чем еще можно теребонькать маленькие пиздрюлечки. Вот ты на нее посветил светом, она начинает дергаться, вибрировать. С какой-то тоже там определенной частотой и как intensity. И вот самый верх ее интенсивности, который ты можешь зафиксировать, вот это твоя единичка. У тебя есть пиздрюлечка, которая может либо сидеть спокойно, оно прямо так и называется, есть calm state, что типа она находится в спокойствии. Либо она excited. Excited – это как возбуждена. И вот у тебя calm state в спокойном – это нолик, а в возбужденном – единичка. Представьте себе градусник, в котором есть отметка 0 и отметка там следующая в зависимости от размера вашего градусника. И когда ты будешь свою пиздрюлечку теребонечкать, она у тебя будет где-то на этом графике находиться. Или как твоя батарея для телефона. У нее ведь минимальный порог 0, максимальный 100. Но в любое время ты, когда смотришь, ты не знаешь, посмотрю, сколько у меня зарядки осталось на телефоне. У тебя же, блядь, телефон не находится, из-за этого теперь, сука, в суперпозиции. Нет. Ну да, он где-то между 0 и 100%. Смотришь 72. Что ты только что сделал? Измерил свою квантовую частицу. Ты на нее просто посмотрел, сколько там у нее еще что осталось. И потому что ты берешь частицы вот для своего компьютера. Вот если ты делаешь один компьютер, то у тебя там все пиздрюлечки должны быть из одного материала. Вот они у тебя все пиздрюлечки алюминия. А пиздрюлечки алюминия будут все, ну, плюс-минус одинаково, ну, не плюс-минус, а вообще точно одинаково реагировать на то, как ты в них там пуляешь светом, энергией или теплом. И все, у тебя начинается квантовый компьютер. Берешь пиздрюльку, в нее чем-то пуляешь, измеряешь ее. Что если в нее пульнуть вот столько, а потом на нее посмотреть, измерение так и происходит. Ты можешь снять фотографию, ты можешь в нее пульнуть другой волной, чтобы понять, где она находится на вот этой шкале. От 0 до единички. Маленькие пиздрюлечки, у них очень много разной информации. Мы сейчас к этому и перейдем, но потому что все такие, блядь, давайте договариваться как-то что-то делать нормально, хотя бы плюс-минус одинаково похоже, чтобы что-то было понятное, потому что изобрести сейчас, ну, каждый может здесь изобрести такую технологию, что никто ее, кроме тебя, не поймет. И что с ней делать? Ну, таких уже есть, на самом деле, миллион, никто о них не слышал. Поэтому все такие, блядь, давайте как-то так делать, чтобы оно более-менее работало с обычным компьютером. Вот давайте вычислим нолик, вот давайте вычислим единичку, и там какое-то значение придавать, чтобы потом понимать, как эти все компьютеры могут работать вместе. И вот такой самый фундаментальный аспект квантовых технологий – это в том, что никакой, блядь, квантовый бит в суперпозиции одновременно он и нолик, и единичка не находится. Каким, блядь, идиотам нужно дать по губам и по рукам за распространение этой информации? Это пиздец. Можно было давным-давно сказать, что просто градусник себе представьте, все такие, ага. И такие, ну вот у тебя твой кубит, это как ртуть в градуснике. Все такие, хорошо. И все, и конец было бы разговора. Нет, блядь, нет. Запутать нужно было всех, чтобы занимало полчаса объяснить элементарный концепт градусника.
Ну и обычно, если вам встретится человек, который не скажет, что квантовые компьютеры находятся в суперпозиции между единичкой и ноликом, то он будет знать и следующие факты. Сейчас вы будете знать вы, что такое суперпозиция в квантовых компьютерах. Звучит как, слишком сложное слово, которое всех, опять же, уже запутали миллион раз. Короче, как минимум в современных квантовых компьютерах, потому что вот все сели и решили договариваться. Давайте договариваться по терминологии, давайте, чтобы люди могли там в школах изучать, строить потом эти компьютеры. Должна быть информация публично согласована. Хотя, в медиа получилось. Короче, суперпозиция. Суперпозиция в современных квантовых компьютерах, которые строят сейчас, с которыми мы с вами будем работать, если доживем, то это не то, что что-то находится одновременно и там код в суперпозиции. Нет. Нет. В современных квантовых компьютерах суперпозиция — это, к сожалению, термин намного сложнее. Короче, объясню просто, потому что там начинается уже сложно и душно. Ты берешь свои маленькие пиздрюлечки алюминия, света или чего хочешь. Начинаешь их чем-то пулять, они начинают вибрировать, ты их меряешь. Вот каждый раз, когда ты ее там померил, посмотрел на нее, она обнулилась. Вот оно так работает. Они просто маленькие все, то есть там нету, знаете, там батарейку можешь в телефоне зарядил, и потом и фоточки смотришь, и на Ютубе сидишь, и звонишь, и видео на Ютуб записываешь, а у тебя батарейка все равно осталась. Эти пиздрюленьки, они там впитывают все, такой малюсенький кусочек там чего-то. И ты вот когда измерил, эта пиздрюленька, она тебе его обратно и отдала. У тебя происходит такой, обмен, грубо говоря. Ты одним девайсом пульнул, потом датчиком своим померил, и вот эту часть энергии забрал. Все. Ты с одной этой миллипистрюлькой ничего, на самом деле, прям много чего не сделаешь. Плюс-минус все, что она тебе сказала, это сколько я в себя впитала энергии, вот на. Сколько тебе дали денег? 5 рублей. И отдаешь 5 рублей. Все, транзакция окончена. Но у этих пиздрюлинок же много других качеств. То есть помимо энергии, как яблочко, и тяжелое, и зеленое, и спелое, и цвета, и вкуса, и запаха. Их миллиард, их бесконечное количество можно придумать. Помните, раньше ходили байки про то, как проходит интервью в Google, чтобы тебя взяли на работу. Вот тебе кирпич, придумай 100 применений к кирпичу. Проверяли твою думалку. И в квантовых технологиях работает так же. Тебе нужна думалка, потому что у каждой миллипиздрюльки миллиард разных качеств. Ее можно измерять почему хочешь. Но опять же все договорились такие, давайте не измерять, миллиард, а давайте делать как в обычных компьютерах. Давайте делать, есть нолик, единичка, а потом либо 64 критерии изменять, либо 128. Вот это тоже очень важно знать. Потому что многие еще задают вопрос, что квантовые компьютеры, они такие другие, они не могут общаться с нормальными компьютерами. Но вам важно знать, что вот что для этого делается. Что информации там очень много. Одна квантовая миллипиздрюлька может хранить в себе 64 кусочка информации. Или 128. Да, компьютерный бит только что-то одно, или нолик, или единичка. А миллипиздрюлька, она не в суперпозиции. Но у нее есть 64 разных критерия. И чем квантовые компьютеры могут быть полезнее уже сразу, тем, что они действительно на меньшем размере хранят больше информации. И когда в обычном компьютере у тебя вся твоя информация, она же по очереди в строчечку записана. Нолик, единичка, единичка, нолик, нолик, единичка. И у тебя строчечка такая. Чтобы тебе на обычном компьютере записать 64 чего-то, тебе нужно 64 циферки. А миллипиздрюлечка тебе нужна только одна. Теперь эти миллипиздрюлечки могут между собой связываться. Это мы еще к суперпозиции идем. Они между собой связываться, на английском называется entanglement. Entanglement очень хорошо обсуждает как эзотерическо-квантовый концепт Сергей Доронин. Что такое связь между двумя частицами? Этого сейчас вообще никто не понимает. Все абсолютно точно признали, и много лет физики об этом ссорились, что она существует. Но как она работает? И что это? Из чего она состоит? Его можно померить. Это там проволока? Или там на битве экстрасенсов говорят, что я вижу красные нити, которые исходят из твоей головы и присоединяются к мертвым. Что это? Красные нити? Из чего нити сделаны?
Но то, что связь эта существует, мы все братья и сестры, мы все соединены в этой планете, границы условно между твоим телом, которое потом приходит в воздух, а потом через 3 метра начинается дерево, что вы там состоите все из одной и той же энергии. Это все очень прикольно, очень интересно об этом думать. А теперь что? В компьютере что с этим делать? Вот эти маленькие милипиздрулечки, они между собой тоже соединяются. Они создают вот эти связи, которые никто не понимает, как они контролируются, чем. То есть немножко вычислили, что для них можно создать благоприятные условия. Типа, что если и ту одинаково заморозили, и в эту одинаково пулять, там, одинаковым пистолетом со звуком, например, то они будут себя одинаково вести, и когда они становятся одинаковыми, вот тогда они соединяются. Ну, тоже хороший, да, эзотерический вопрос, что а как мы между собой соединяемся, потому что у нас есть что-то общее. Но мы иногда соединяемся, иногда не соединяемся, а милипиздрулечки соединяются и начинают теперь хранить не 64 кусочка информации, а 64 умножить на 64 информации. Поэтому у тебя 2 милипиздрульки в геометрической прогрессии могут хранить невероятнейшее количество данных. Я какую-то читала статистику, что чуть ли не 300 кубитов вот этих квантовых милипиздрулечек, они могут хранить всю информацию вообще во всем мире. Все наши с вами YouTube-видео, переписки, фоточки, имена, даты рождения всех, кто в мире когда-то был, и их цвета глаз и волос, просто всю информацию, которая существует, в маленьких милипиздрулечках. 300 их всего нужно. А в это время Google, Microsoft говорят, а мы сделаем квантовый компьютер, в котором 1 миллион квантовых милипиздрулечек. И все такие, это зачем? Что вы с ним будете делать? Но по факту, конечно, там с 64 кусочками информации ты так много ничего не сделаешь. Ну да, нужно эти милипиздрулечки соединять в какие-то микрочипы, в которых их сколько-то. И тогда ты пуляешь в них всех одновременно, измеряешь их все одновременно, и уже у тебя какой-то процесс начинает идти. Ты теперь можешь измерять больше чего-то. А измерения эти происходят в волнах. В самых настоящих волнах. Ты пуляешь волну в милипиздрульку. Милипиздрулька, она такая милипиздрическая, что у нее, там нету оболочки. Это не самое настоящее яблочко. У яблочка есть шкурочка, и у арбуза есть шкурочка. А у милипиздрулечки нету шкурочки. Это кусочек энергии на самом деле. И ты в нем пуляешь кусочек энергии, кусочком другой энергии. Он начинает теребонькаться. И он теребонькается вверх-вниз. Плюс-минус. Влево-вправо. У них есть действительно направление. Измеряют они вверх-вниз теребонькаются, или влево-вправо, или по диагонали, или там сужаются, расширяются. И оно делает тебе волну. Вот твой график на этой системе координат в 5 классе, вот он у тебя по волне по какой-то двигается. Вот они у тебя все вместе двигаются. Ты взял 20 милипиздрулечек, красиво их расставил, как на шахматной доске, и они у тебя прыгают вверх-вниз. Какие-то начинают прыгать одновременно. Вот все, они законнектились. У них произошел entanglement. К ним начинают присоединяться еще какие-то. Там из 20 у тебя 7 прыгают одновременно. О, класс, они законнектились. Теперь вот с этих, которые законнектились, 7, ты можешь собрать больше информации. 64 в 7 степени. И теперь ты берешь датчиком, измеряешь вот эту волну вот тех, кто законнектился, потому что они тебе сейчас дадут кусок информации, да, то есть тебе только они нужны. И ты датчиком измеряешь их волну. Поэтому в операции квантовых компьютеров очень скоро появятся работы по поддержке чинить квантовые компьютеры. Как минимум, кто умеет чинить холодильник и чинить проводки, тот уже может сегодня пойти работать в D-Wave или в Google, подсоединять морозильные проводки к квантовому компьютеру. Такая работа уже есть. Но, по сути, все, что ты там делаешь в измерениях сейчас, сегодня, в исследованиях, это ты волнуешься, волнируешь и пуляешь волны в другие волны, а потом измеряешь их третьими волнами. Итого. Суперпозиция в сегодняшних квантовых компьютерах – это термин, который объясняет взаимодействие волн. А волны
Очень интересная тема, очень большая. Но именно в этом ключе. Короче, вот волна волнирует, да, у нее уже есть высота. Вот представь себе волну на листике в клеточку своей тетрадки. У нее там есть какая-то высота, и там у какой-то большие длинные горбики, у какой-то маленькие узенькие. Если ты берешь волну и пуляешь в нее волной такого же размера, такой же высоты, такой же ширины, то они входят в одну и превращаются в ноль. Они друг дружку обнуляют. А если ты в волну вот такого размера пуляешь волной другого размера, вот они не одинаковые, если, то тогда у тебя результат волны, они либо прибавляются, либо отнимаются. Вот у тебя получается математика волн. Либо они канцелят друг дружку, и все сходит на ноль, либо они соединяются и по результату суммируются, и волна становится больше, либо уменьшаются, и волна становится там другая, меньше. Там уже, да, высчитывай, волна там какой формы, если такой завитюлечкой пульнул в такую мягкую, плавную, длинную волну, какая именно будет волна по результату? Вот эта херня в квантовых компьютерах называется суперпозиция. И суперпозиция может быть конструктивная, когда это в плюсик выходит, типа конструктивная, типа как construction, как построилась, больше стало, или деструктивная. Суперпозиция, конструктивная, деструктивная. Слова пиздецки сложные, прям аж говоришь, и ты уже сразу чувствуешь себя умнее. Но на самом деле термины, которые всю жизнь существовали, есть и объясняют прикольную, интересную тему, как, волны взаимодействуют друг с другом. А здесь можно еще перейти в интересную тему, которая называется интерференция. Очень много сейчас видео в Ютубе. Осторожно слушайте, лучше их не слушать, а смотреть только картинки к ним, потому что никогда не знаешь, что там будут рассказывать. Чаще всего какую-то хуйню, которая не является правдой. Но интерференция, когда ты камешек бросаешь в воду. Вот у тебя те кружочки пошли в разные стороны, а ты бросил 2 камешка рядом друг с другом. У того такие кружочки, а у другого другие кружочки. Вот они пускают волны по поверхности воды. Они же не до самого дна, наверное, воду там растеребонькали, а может до самого. Но вот на поверхности чего-то у тебя идут волны, сходятся волны, которые слева и справа, и расходятся в красивые всякие узорчики. Здесь еще очень популярно стало сейчас проводить пример эксперимента, по-английски называется double slit experiment, когда в 2 щелочки запускали свет. Я даже не буду, потому что... вот есть такой эксперимент. Если вы его ни разу не видели, на Ютубе сейчас очень много прикольных видео. Смотрите их без звука, пожалуйста. Очень прошу, на каком бы языке вы их не смотрели, на всякий случай смотрите без звука. Вы своими глазками, когда просто посмотрите, вам и так все станет понятно. А лучше посмотреть видео, как камешки бросают в воду, вот тогда станет еще понятнее. И получается, что квантовые компьютеры не настолько невероятно сложно загадочные, как сложно это объясняют сейчас. Не объясняют просто, а упоминают и, наоборот, делают сложнее, как they're confusing, they're not explaining, they're confusing. Они не объясняют, они путают, наоборот. Что-то сложное, невероятное, космические, магические технологии. Нет, это маленькие теребоньки алюминия или света, которые могут впитывать в себя энергию, могут ее выдавать, могут подпрыгивать вверх-вниз, влево-вправо, могут крутиться, могут, если начинают одновременно прыгать с кем-то другим, дружиться с ними, обмениваться информацией. У них там, не знаю, секретики какие-то появляются. А потом ты приходишь, такой, руки в боки ставишь, такой, а что вы тут делаете? И они такие, ничего, и замерли. И рассказали тебе все свои секреты. Вот так работает квантовый компьютер. Пару слов хочу сказать про самый наглядный пример того, как все компании, которые сейчас строят квантовые компьютеры и заявляют, что они достигли каких-то невероятных высот в своих изобретениях, на самом деле просто делают то, что уже придумали 40 и 50 лет назад. Просто никто ничего не делал, потому что все ссорились. Один из самых последних... Помните, буквально, в январе-феврале 2025 года начали прямо новости выходить. Эти выпустили чип. И все такие, стоять, там что-то уже вообще происходит или ничего не происходит? И все начали писать какую-то бредятину, и оно сейчас на лето затихло. Я думаю, к ноябрю, к декабрю снова будет очень много всяких announcements. И поэтому вот сейчас, июль,
Нет, какой? Конец июня я записываю это видео. В июле, в августе, если кто-то хочет покупать квантовые акции, очень сильно советую. Ну, сильно много денег не вкладывайте, потому что хер вы знаете, что там будет. Но именно в акции квантовых компаний, огромных компаний, это у них отдельная история, не просто вот Microsoft, они много еще чего делают, помимо квантовых компьютеров. А есть штук 10-12 публичных квантовых компаний. И вот в них можно, у них все одинаково, они все растут одинаково, падают одинаково. Выбираешь просто одну, покупаешь в июле, в августе, и оно, лучше 2-3, наверное, и оно в ноябре, в декабре будет расти, а потом продать его типа в марте. А лучше, честно, купить его лет 20 его держать. Будет, как кто биткоин не купил 20 лет назад? Вот, одним из последних этих больших объявлений был чип от Microsoft, который называется Majorana. Потому что у них тоже есть квантовая лаборатория, и давно есть. А тут все начали резко делать заявления. Притом там Amazon, например, сделал такое это публичное шоу о том, что они сделали полгода назад. Google вышли, тоже сделали огромную презентацию, были во всех новостях. А на самом деле сам документ, они у них есть, publishing. Все R&D, все Research and Development, исследовательские департаменты больших компаний, у них у всех есть сайты, и они все на них публично, обязаны то, что можно хотя бы рассказывать. То есть многие инвесторы больших компаний, всякие аналитики, они смотрят на что вы там сидите, R&D, а сделали вы что? Вы должны что-то показать. Да, там все секреты, конечно, никто не хочет рассказывать, но если компания говорит, что они, как мои японцы, $5 миллиардов тратят на Research and Development, покажите. Чем вы докажете, что вы не себе эти деньги забрали? Показывайте, где кто что сделал. Поэтому они все публикуют результаты своих исследований. Потом все начали Amazon, IBM, Google рассказывать, что у них есть микрочипы. И Microsoft такой: стоять, у нас же тоже вообще-то есть. Ладно, давайте, хотите, и мы тогда расскажем. И вот IBM вышел, сказал, у нас есть микрочип, у нас там столько кубитов. Amazon вышел, сказал, у нас вот столько. Google вышел, сказал, у нас вот столько. Они такие все сейчас соревнуются, у кого писька больше, у кого больше этих миллипиздрюлечек в одном квантовом чипе сидит. А Microsoft такой: нормальные герои всегда идут в обход и такие: а мы сделали топографический квантовый микрочип. И все в обморок попадали, потому что, это вообще сложные слова. Это вообще даже не хочется начинать понимать. Какой топографический квантовый микрочип? И все такие: о, понятно. Даже никто даже читать вообще ничего не стал. Такие: топографический, да, хорошо. Хорошо. Топографические квантовые объекты — это реально сложная тема, но очень интересная. Но факт в том, что топографический квантовый микрочип придумали... Подождите, сейчас посмотрю, когда. Я погуглила, хотела вам точно сказать, и нашла год. Чип от Microsoft назывался Majorana. Majorana — топографический квантовый чип. А назывался он Majorana, потому что его чувак придумал, которого зовут Majorana. Это его фамилия, его имя какое-то Итуар, Итор. Он исчез в 1938 году. Не нашла дату публикации того, что я расскажу. Кстати, чувак просто тупо исчез. Чувак родился в 1902 году, стал охуенно известным физиком, математиком, придумал вот такой микрочип. Вот он прям реально как градусник, который мы с вами только что обсуждали. Там такая длинная трубочка, проводочек. И по нему из одной стороны в другую пуляется миллипиздрюлинка чего-то, алюминия. И вот ты смотришь, где она у тебя в этом проводке, прям наглядно, глазками, линеечкой можешь померить эту свою, суперпозицию. Она у тебя ближе влево или ближе вправо. И все, и вот у тебя компуктер. А в 1938 году он исчез. Только что залезла смотреть, а оказывается, нормальный чувак, известный физик-математик, снял все деньги со своего счета и исчез в 36 лет. Чип Majorana, который сделал Microsoft, сделан по его разработкам. Чувака, который исчез в 1938 году. То есть этой технологии, плюс-минус 100 лет, да? Поэтому
ну да, наверное, ну все, он уже помер, не будешь же говорить, мы сделали чип мертвого чувака, который исчез. Ну да, мы сделали, да, сделали они. Но это сделали студенты, которые взяли просто готовые разработки и сделали. Да, молодцы, да, вроде нормально сделали, да, там вроде даже работает. Но никто ничего не изобрел сегодня. Все продолжают делать по тем наработкам, которые уже есть. И вот, таким образом, на сегодняшний день что мы имеем? Мы имеем очень много инвестиций в квантовые технологии. Мы имеем достаточно большое количество компаний, которые делают железяки разные, дерутся за то, кто какого типа делает железяки. Сразу хотят заранее делить рынок. Там, а мы делаем железяки, которые замораживают алюминий. А мы делаем такие трубочки, по которым летят миллипиздрюлинки фотончиков. Вот мы делаем там типа световые квантовые компьютеры, и мы скупаем все, что свет, все, что фотоны, вообще все наше. Есть компания IonQ называется. У них обязательно нужно купить их акции, прям обязательно, если вы еще не купили, идите купите прям сегодня. У них, наверное, 1000 патентов на все, что ты можешь делать сейчас с фотонами света. Есть компания D-Wave канадская, которая делает квантовые аннигиляторы. Тоже старая древняя технология. Ну, такая древняя технология. Ну, короче, что же это? Не они придумали, это уже есть. Квантовые аннигиляторы. Не хочу прям еще больше сильно душнить, но это очень прикольно и интересно. Немножко подушню, и так видео душно получается. Короче, что такое аннигиляция? Это как процесс дедукции, процесс отнимания. Что все остальные добавляют, а они одни, которые отнимают. Вот у них такой, ну не просто уникальный процесс, но просто сложный. И все, кто его понимают, идут туда работать. Типа вот так и получилось. Квантовая аннигиляция — это... Чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию. Короче, представьте себе лабиринт, нарисованный на обратной стороне детской газеты. Ну, такой лабиринт в газете. И лабиринт же можно как проходить? Ты, нормально, да? С нормального входа берешь и ручкой или карандашиком чертишь линию. Дочертил до куда-то, там тупик. Вернулся обратно, пошел следующим путем. Дочертил, там тоже тупик. Вернулся обратно. И пошел искать вот потихоньку методом проб и ошибок ты ищешь выход. Вот так работает сейчас компьютер обычный. У него есть какая-то задача, он начинает ее там считать, идти, делать. Там споткнулся, вернулся. Туда пошел, там повернул, там там тупик. Нужно вернуться. Вот, и исправлять ошибки в коде, да, всякие там эти баггеры и дебаггеры. Что это такое? Программа идет, застопорилась. Вот там ошибка. Она не может идти дальше, потому что там ошибка в пути. То есть современный компьютер — это такой плюс-минус линейный путь, как будто ты идешь по лабиринтику, по такому плоскому направлению ты идешь вперед. Или идешь, или споткнулся, или нужно тебя повернуть, или там камень, препятствие какое-то, и идешь. А на примере лабиринта квантовый компьютер, он не идет только в одну полосочку, потому что ты ж миллипиздрюльку. Почему ты не берешь одну миллипиздрюльку алюминия, чтобы сделать себе квантовый компьютер? Потому что она тебе одна, ну что она сделает? Тоже пойдет она по лабиринту, такой же, может, еще медленнее даже, чем обычный компьютер. А ты берешь 30 миллипиздрюлек алюминия, говоришь им, кто умеет свистеть, ребята, а ну-ка, быстро, в лабиринт мне хить. И они все пошли, и они все одновременно пошли по всему лабиринту. И из них только один вышел. То есть вот все пошли сразу по всем путям, заполнили все поле лабиринта и нащупали, вот как будто, представьте, что ты наливаешь воду в эти стены лабиринта, и она растекается по абсолютно всей площади и находит выход. Поэтому многие сложные задачи, математические, компьютерные, там, где действительно нужно рассмотреть несколько вариантов, могут какие-то вещи происходить одновременно. Квантовый компьютер может сделать быстрее, точно так же, как он может быстрее, как потоком воды, найти выход из лабиринта. Тебе что, сильно нужно знать, какие там были неправильные выходы? Нет, тебе нужно быстро найти правильный. Вот он пошел, сразу все варианты посмотрел одновременно, говорит, вот этот правильный. Когда тебе нужно получить только ответ. И обычно компьютер пойдет только думать, а квантовый уже говорит 42. А квантовый аннигилятор
он еще более хитрожопый. Квантовый аннигилятор – это такая квантовая аннигиляция. Это такая хитрожопая схема, когда ты идешь не с входа в лабиринт искать выход, а ты приходишь на выход. На выход приходишь из лабиринта и идешь к входу. Да, ты тоже можешь потеряться. И да, там система, она вроде как и не просто линейная, и вроде как не совсем поток воды, который идет одновременно во все стороны. Ну, иначе какая разница, тебе поток воды идет там слева вправо или справа влево. Вот из одной дырочки в другую. Вот тебя нашли. Вот вопрос, вот ответ, вот вопрос. Но аннигилятор, он берет ответ, а потом вычисляет путь к вопросу. Тоже не то, что там типа самая классная универсальная система, которая подойдет на все, но вот есть еще и квантовые аннигиляторы. То есть для каких-то вещей, скорее всего, они подойдут лучше. Ну и самое главное тем, что все, что называется словом аннигиляция, все принадлежит компании, которая называется D-Wave. Тоже нужно ее акции купить. Вот, июль-август, все купили, и 20 лет сидим, ждем, что там будет. Ну, самое главное, что на сегодняшний момент никто еще особенно не знает, что с этим всем теперь делать. Технологии только-только разрабатываются. То есть вот эти вычисления, которые я только что описала, как могла, они еще только изучаются. Да, с одной стороны, литературы, методологий, книг, ссор, скандалов, конфликтов, интриг и расследований есть за последние 100 лет. С другой стороны, это люди, которые сегодня живут, делают. Это люди, которым сколько-то лет, которые учатся еще или уже отучились в каких-то школах, которым нужно получать зарплату, которым нужно ходить за продуктами, мыть посуду какую-то и параллельно учить, договариваться вместе со всеми остальными компаниями, как мы делаем. Есть отдельные организации по стандартам, которые каждый день выпускают новые стандарты. А теперь мы делаем так, а теперь мы делаем так. Очень много напряжения, и знаний нужно очень много, чтобы там работать. И каждый день их нужно получать больше и работать больше. Вот. Поэтому все как могут, так и делают. Пытаются понять, что там уже есть. И главное, так как все делается на настоящие земные денежки, а не на благо будущего, то все очень стараются как можно быстрее придумать что-то такое реальное, что можно использовать сейчас. Потому что размышлять и раздумывать можно еще следующие лет, можно еще целую вечность. Если действительно есть какие-то невероятные способы путешествовать во времени, делать телепортацию, о чем мы еще отдельно, я думаю, будем ссориться лет 300, даже если эта технология уже существует, то все, что можно было подумать с карандашиком и тетрадкой, уже было подумано, уже надо делать хоть что-то. Все вопросы были обдуманы, вариантов развития миллиард. Нужно начинать с чего-то, вот что сейчас и происходит, все начинают с чего-то. И в какую-то сторону это двигать так, чтобы оно приносило какую-то пользу сейчас, чтобы можно было платить людям зарплаты, чтобы они продолжали это делать. Потому что бездонные бочки денег, не знаю, только на войны, наверное, есть. Абсолютно реально существует риск, что кто хочет в комментариях рассказать интересные истории про атомную бомбу, что и квантовые технологии могут повернуть не туда. Но хочется надеяться, что если бы это было вероятностью, то уже бы во времена Большого адронного коллайдера уже бы там все друг друга бы грохнули. Уже, если можно было друг дружку грохнуть, то там уже можно было, уже бы грохнули. Наверное, кто-то там сидит, очень сильно, самый главный, и такой, давайте пока этим там старым оружием, давайте пока оставим на потом. И вот вкладываю денежку компании, которые делают железяки, вкладываю денежку компании, которые разрабатывают языки программирования. Теперь вот эти квантовые железяки нужно будет соединять с обычными компьютерами. А там надо что-то придумать. Его еще никто не придумал. Потому что никто еще не понимает, как, кому и там нужно что-то делать, а делать что. Вот, поэтому будет абсолютно скоро, честно, все сидят, ждут, чтобы кто-то умный придумал и просто сказал как. Давайте все договоримся, будем делать вот это.
Потому что технологии, на самом деле, они не такие все разные. Те же там операционные системы. Помните, там в какое-то время были эти войны Macintosh, или кто там, DOS, или Windows, а потом Android, или Apple. Они одинаково работают. Все. Все операционные системы можно поставить на компьютер. И там есть какие-то папочки, какие-то окошечки, и можно делать все то же самое. Телефоны все одинаково работают. Не потому что все дураки, а потому что люди должны понимать, что им учить в институтах, как можно научиться самому, и как из одной компании потом пойти работать в другую, чтобы все понимали, как этим пользоваться. Поэтому вот в такой уже сложнейшей теме, как квантовые технологии, как его не просто упростить, а сделать так, чтобы там что-то работало, но людям не приходилось 40 лет жизни посвятить тому, чтобы это выучить, а потом получить там работу. Но это, конечно же, не развитие никакой совершенно индустрии. А индустрия — это именно то, чем квантовые сейчас пытаются быть. Языки программирования квантовые тоже есть. Они, такие относительно сложные, потому что, то есть, те, кто уже знают какие-то языки программирования, скажу так, им не легче. Вот. Поэтому есть абсолютно реальная возможность с нуля учить просто квантовые языки программирования. То есть тебе предыдущие могут вообще не понадобиться. С одной стороны, кажется, что да, нужно иметь там очень много IT-знаний, там какие-то что-то, кто к чему, инфраструктуры присоединяются. Ты же не в воздухе пишешь и будешь писать языком, ты же не своим языком будешь программировать, ты чем-то в чем-то будешь это делать. Но действительно все выглядит так, что есть сейчас возможность с нуля учить просто языки программирования квантовые. Это займет 3-4 года. Нормальному человеку, у которого есть жизнь помимо этого. И этого времени как раз будет достаточно, чтобы оно там себя потихоньку дальше развивалось. Вот 3-4 года сейчас можно бы сидеть поучить, а там что-то потом будет. А когда будут появляться работы, ты уже что? Знаешь. А ты уже знаешь все. И, конечно же, самая денежная корова, которая там будет, которую я жду, ребята, честно, давно. Я давно слежу за квантовыми технологиями. У меня не было друзей в школе, поэтому я читала книги по квантовой физике. Я очень сильно верю и вижу, что развитие там есть. Конечно, вопрос индустрии и экономики. Но вот последние лет 7-8, когда я увидела, что появляются звоночки, что там какие-то начинаются развития, я ежедневно, ежесекундно сижу мониторить все, если там какие-то работы продажников. Потому что я, очень умная, но не такая умная, чтобы прям там строить квантовые компьютеры. Это что-то слишком. Но когда там начнется индустрия, то там все будут что-то покупать, все будут что-то зарабатывать. Я хочу быть одной из первых тех людей. Есть, сейчас в многих компаниях работы, они партнерские, работы продажников, но, как вы сами понимаете, там сейчас нечего продавать. Ты продаешь потенциал, купите сейчас, а мы на ваши деньги будем продолжать пытаться это доделать. Это вот какая работа. Поэтому там сейчас на работу берут, но это такое, что, честно, лучше такое не делать. От такой работы появляется рак. Поэтому самая главная денежная корова – это придумать, что делать с этими квантовыми компьютерами? Что с ними можно делать сегодня, такое, что будет зарабатывать деньги? Приведу несколько примеров тех, кто пытается очень сильно, у кого потихоньку начинает получаться. Первый – это компания DHL, которая компания доставки международной. Это желтый логотип с красными буквами. Они занимаются доставкой. У них самолеты, грузовики, машины, доставкой. Каждый день они делают очень много доставок. И они такие, мы вроде как потенциальный кандидат, да? У нас много всякой информации, много условий разных каждый день. Давайте попробуем что-то с квантовыми компьютерами сделать. И они сделали маленький проект с компанией, они не признаются с какой, с компанией квантовой, которые пытались им втюхать квантовый компьютер, и такие, попробуйте раз. Сначала пробуйте, а потом покупаете. Попробуйте, если, вообще, покупайте, а все будет нормально. И они взяли и загрузили, информацию
которые они загружают в свои компьютеры каждый день. А вот сколько у нас посылок, вот откуда их нужно забрать и куда привезти. А вот с какими пересадками. Их размер, их вес, сколько бензина потребляют каждый разный вид транспорта, сколько времени это занимает, с какими остановками, какой размер ноги у водителя и все такое. То есть каждый день им их нынешние системы, которые, у такой большой компании, достаточно хорошие. На самом деле, самые лучшие в мире. Вот как это у нас работает сейчас, но у них все работает, как вы понимаете. Сделайте нам такое же в квантовом компьютере. Квантовый компьютер посчитал быстрее и... просто посчитал быстрее, они такие, нормально, мы и так к 9 утра, в принципе, знаем. То есть нам не критично знать это в 7 утра, мы давно над этим работаем, у нас все настроено. Но квантовый компьютер посчитал так, что на 20% он улучшил эффективность. Все действительно, вот те пути, которые он проложил, они были быстрее, они тратили меньше бензина, меньше времени, тебе нужно меньше зарплату платить своим людям, ты действительно 20% денег экономишь каждый день на том, что ты уже сегодня делаешь. Просто если ты теперь это делаешь на квантовом компьютере. Но другой вопрос, что квантовый компьютер стоит дохуя и больше. Это не просто ты его купил, включил в розетку, как тостер, он у тебя есть. Тебе теперь нужно... Во-первых, новая версия будет каждый год выходить, это 100%. И тебе нужно нанять каких-то людей, чтобы они тебе что-то с ним сделали. Потому что, конечно, он будет ломаться. Конечно, в него нужно там что-то загружать. Конечно, там будет какой-то апдейт, нужно новое установить, какое-то что-то, которого еще даже не существует. Тебе нужны на это люди. А ты сейчас нанимаешь людей на квантовый. Честно, сейчас можно просто пернуть в форме кубита, и в тебя тут же будут бросаться деньгами. Поэтому, если к тебе на работе будут плохо относиться, ты просто разворачиваешься и уходишь, потому что тебе тут предложили, есть сейчас работы квантовые на 60 тысяч. 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов, это, чтобы вы понимали, средняя зарплата в Америке 78. Средняя арифметическая 60. То есть 40-60 тысяч это получают учителя, продавцы в магазине. Я не осуждаю, в смысле, что это низкая зарплата. А тут ты квантовый специалист. 60 тысяч. Много таких работ. Есть много работ за 100, за 200, за 300, за 350, за 500 и за 700. Вот чем ты умнее, тем ты больше будешь зарабатывать. Поэтому, конечно, если ты куда-то приходишь, к тебе плохо относятся, тебя в DHL наймут 2 людей, будут вас дрюкать каждый день, что мы столько бабок вбухали в квантовый компьютер, а вы тут что-то не сделали, а ну быстрее, без перерыва. Да ты что, нахуй ему надо? Люди просто развернутся и уйдут. Это действительно большая проблема сейчас в индустрии. То есть не просто что там делать, а кто там будет работать, и сколько им платить, и как к ним относиться. И что это за люди. Но вот был такой кейс, что у DHL действительно получилось быстрее. Они, по-моему, там что-то то ли купили, то ли сказали, что они что-то купили, но не пользуются. А еще квантовая лаборатория есть у JP Morgan. JP Morgan – это финансовая компания, типа банк. Это банк. И они делают... деньги, и для обычных людей, ты можешь просто как карточку в этом банке получить. А еще делают, честно, хуй пойми что, сложнейшие какие-то финансовые мировые операции. И очень много инвестиций. И очень много именно финансистов, вот этих трейдеров работают в JP Morgan. И так как у них объем транзакций огромнейший, то есть они покупают же невероятное количество акций, эти купили, эти через долю секунду продали, огромное количество денег через них двигается, то они именно та компания, для которой каждая миллипиздрическая доля секунды и миллипиздрическая доля цента составляет им целые миллионы и миллиарды. У них своя лаборатория, они наняли своих людей, у них есть один компьютер квантовый каждый вообще какой есть. У них все самое последнее, самое модное. Платят этим людям денег они очень много, потому что у них есть самый настоящий такой real-life application, жизненный сценарий сегодня. Они сегодня уже делают что-то быстрее и зарабатывают больше. Они никому не говорят, что. Они используют активно. Но, теперь давайте на секундочку задумаемся. Насколько сложны финансовые операции на сток-маркете трейдеров большой компании JP Morgan, одной из самых больших финансовых компаний в мире. То есть это действительно лет 10-15 образования.
ну и опыта работы, ну серьезного. Это, ну вот, это Гарвард. То есть это первое, что тебе нужно знать, чтобы там работать. А теперь тебе еще нужно иметь докторскую степень в квантовых технологиях, чтобы допетрить, что там может и как работать. Вот это действительно самые-самые умные люди, именно по количеству знаний, не самые добрые, самые умные, работают сейчас в JP Morgan. И квантовые технологии, квантовая индустрия, если все будет продолжаться так, как идет, по крайней мере, сейчас, действительно станет такой индустрией, где ты снова ценишься за свои знания. Был такой период когда-то раньше, помните, в IT, наверное, лет 20 назад, действительно, чем вот больше ты знаешь, тебя брали на работу со всего мира вот в эти же огромные IT-компании. Потом как-то прекратилось. То есть ты можешь знать очень до хера всего. Ты можешь быть очень талантливым программистом. Но ты все равно можешь сидеть на какой-то ты, может, не останешься без работы, но ты можешь сидеть на какой-то дурацкой совершенно позиции, потому что там уже столько людей, и столько всего все остальные знают, и столько альтернатив всему, что у тебя уже нет возможности быть сильно умным в IT. Все, ну вот, умные, классно, вот у вас 12 миллионов умных. Нам вас всех хватает. Нам нужны роботы теперь, нам нужны рабочие руки, нужно вот это вот, все работай вот эту работу. Умный, ну молодец, садись, 5, иди работай. А квантовые, потому что они сложнейшие, и потому что действительно это занимает годы сесть и выучить так, чтобы ты мог потом это своими ручками делать. Ты не обманешь, ты не там очаровательным придешь в какой-то суперклассный офис, и тебе дадут за это инвестиции. Там эти знания стоят время. Да, конечно, спустя какое-то время снова наступит момент, когда все умные придумают умное, ну, заработают хорошо, и потом начнут появляться люди, которые, ну, предприниматели, бизнесмены, продажники, которые будут ходить на основе этого зарабатывать. Но вначале очень умные должны придумать и сделать. Мы сидим и ждем. Пожалуйста, если вы чувствуете в себе силы, вдохновение и на вот такое совершение, я вас очень прошу, идите побыстрее, пожалуйста, сделайте. Я уже заманалась ждать. Сертификат я получила. Продавать я умею. Давайте что-то, хватит сидеть, расселись. В описании к видео, наверное, оставлю список тех публичных квантовых компаний, чьи стоки я очень-очень советую купить сейчас. Ну, честно, осторожно. Они там типа прыгают, поднимаются, опускаются. Просто, чтобы потом не было, что я не сказала. Если что, я сказала. Заработаете, дайте денег. Не заработаете, я предупреждала. Вот. И что еще? Если еще что-то интересно, могу рассказать, где я получала сертификат. Есть дорогие, есть бесплатные, есть очень много всяких красивых, прикольных видео, объясняющих интересные, ну, не интересные аспекты, конечно, но и очень интересные аспекты. А в следующий раз мы с вами будем разыскивать Сергея Доронина. Чтобы поняла, что это видео уже пиздецки длинное, поэтому Сергея Доронина мы оставим на следующий раз из уважения к нему и к вам. До новых встреч!